Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про биржу MEX, а конкретно про Kickstarter на этой бирже. Биржа не новая, биржа большая, если рейтинг CoinMarketCap открыть, то биржа будет на 21 месте. Объем торгов за 24 часа на этой бирже 712 миллионов долларов. Ну а давайте побыстрее перейдем к разделу Kickstarter, и я вам расскажу, как тут можно заработать, а самое главное, как при этом вообще ничего не потратить. Итак, если у вас уже есть аккаунт на этой бирже, то мы просто заходим в свой аккаунт, переходим в раздел «Заработок» и нажимаем на вкладку Kickstarter. Теперь давайте познакомимся, что это такое. Kickstarter — это этап, предшествующий листингу проекта, в ходе которого инициирует голосование на листинг этой биржи и бесплатно раздает свои токены всем голосующим пользователям. Данное мероприятие призвано привлечь больше качественных проектов для листингов на биржу и обеспечить бесплатные токены для пользователей платформы. То есть пользователи голосуют, кто будет листиться на бирже, и если проект побеждает, то биржа делает листинг. Все те проекты, которые не интересны для пользователей, просто не проходят это голосование и не попадают в листинг. За то, что листинг состоялся, сам проект изначально имеет какой-то подготовленный пул, который распределяется между участниками. И за пример мы можем взять вот этот вот проект, который сейчас еще на стадии подготовки. Вот еще через 7 часов 40 минут он будет только лишь запущен. Но уже сейчас мы можем видеть следующее. Призовой пул 155 400 монет MUST. Это нативный токен проекта Mysterium. И давайте нажмем на кнопку подробнее, чтобы узнать больше про то, как здесь принимать участие. Для того, чтобы принять участие в этом мероприятии, у нас на бирже должны быть токены MX, то есть биржевой токен. И чем больше наш баланс токенов MX, тем больше мы имеем доступных голосов для того, чтобы проголосовать за тот или другой проект. Сейчас на данный момент, конечно, только один проект доступен для голосования, но бывает так, что их несколько. Но даже если проект один, то ничего страшного, потому что весь свой доступный баланс мы можем пустить в ход голосования и тем самым по завершению этого мероприятия получить еще больше монет с призового пула. Давайте посмотрим подробнее правила о участии. Переведем все это дело на русский язык. Что нам здесь важно понимать, что минимальное количество монет для того, чтобы принять участие, это 10 монет MX. Ну или больше, естественно, это только лишь лучше. В то время, пока идет процесс голосования, система делает 3 случайных снимка в день. То есть токены должны лежать просто на балансе биржи и ничего с ними не нужно делать. Ну то есть не нужно их продавать, кому-то переводить, они просто должны лежать. Здесь все подробно описывается на примерах, но нам больше нужно вот это. Какой токен я получу в качестве награды? Именно тот токен, за проект которого мы отдавали свои голоса. Требуются ли еще какие-то сборы на участие в кампании Kickstarter? Нет, ребята. Это абсолютно бесплатное мероприятие, никаких взносов за участие не требуется. Чем это хорошо? Тем, что если вы, допустим, не хотите или не умеете торговать на бирже, ну или просто не хотите рисковать своими активами, финансами, то это очень отличная возможность для того, чтобы все-таки при этом еще и зарабатывать, а не просто прятать свои деньги под матрасом. Поэтому можно иметь токены биржи и сидеть, ничего не теряя, зарабатывать на вот этих вот голосованиях. Но очень важно учесть следующий момент, что токены будут временно заблокированы на период проведения мероприятия и будут разблокированы по завершению мероприятия и не раньше. Поэтому, пожалуйста, следите за расписанием разблокировки в объявлениях. По завершению акции награды обычно зачисляются пропорционально общему количеству голосов пользователей после завершения мероприятия. Короче, для того, чтобы принять участие, нужны токены биржи. У меня сейчас на аккаунте этих токенов нету, но прямо сейчас я с вами их пополню. А именно, смотрите, у меня на балансе всего 2 USDT. Я нажимаю на кнопку депозит. Теперь выбираю сеть для пополнения. Это будет TRC20, потому что это дешевле. Нажимаю сюда, чтобы сгенерировать адрес. Теперь копирую адрес кошелька и иду на биржу Binance, чтобы пополнить баланс на этой бирже. Здесь нажимаю кнопку «Вывод», выбираю нужную мне монету. Вставляю адрес с биржи MEX, теперь выбираю сеть TRC20, ну и пусть это будет, допустим, 305 долларов. На 305 долларов куплю этих монет, потому что чем больше у нас монет, тем больше и ощутимее наша награда. Нажимаю кнопку «Вывод». На следующем шаге подтверждаю свое действие кодами безопасности и нажимаю кнопку «Отправить». Все, перевод сделал, теперь осталось дождаться его на бирже MEX. А пока я жду свой перевод, давайте зайдем в раздел «Торговля» спотовая и посмотрим, какие проекты были завершены. Ну, например, вот этот
посмотрим, что у нас здесь. Копирую вот это вот сокращение. Теперь давайте посмотрим, что этот токен из себя представляет. Итак, смотрите. А вот вам, пожалуйста, и живой пример. Смотрите, именно сегодня в 3 часа его залистили, то есть это 1,5 часа назад. И вот что делает монета. Она, в принципе, показала 14 иксов. То есть нам насыпают какие-то монеты за наше участие, и мы их можем еще вот так на листинге продать в 14 раз дороже. Очень отличный результат. Теперь давайте посмотрим. Вот, например, вчера был листинг, монета Dark. Посмотрим, что с ней получилось. Монета Dark. Смотрим. Ее запустили по цене 0.01, а она вот, пожалуйста, подскочила аж до 1 цента. Опять же 10 иксов. Что тут еще есть? Вот, пожалуйста, также вчера 12 числа был листинг монеты POP. Давайте перейдем, посмотрим, как она стартанула. Смотрим. И тут то же самое, все просто супер. Цена была на листинге вот 0.07 и дошла до почти 2 центов. Ну, ребят, это прикольно на самом деле. Это очень прикольно. Давайте посмотрим, сколько стоит монета биржи. Стоимость одной монеты MX на сегодняшний день составляет $1.31. Но если посмотреть на монету в прошлом, то она даже достигала отметки $3.70. Вот этот пик был. И сейчас, пожалуй, очень даже удачный момент в том плане, что если цена пойдет обратно назад, когда бычий рынок вернется, то, соответственно, можно будет еще и заработать на разнице в цене, то есть сегодня купить эту монету дешевле, потом продать дороже. Ну а пока зарабатывать на Кикстартере уже 7 проектов завершено, один вот, пожалуйста, в процессе. И что у нас там с депозитом? Все, средства пришли, вот я вижу $306, идем на спот, обновляем страницу здесь. И теперь вот я вижу свой баланс доступный 306 USDT. Нажимаю кнопку Market и теперь здесь просто ползунок перемещаю вправо до конца и покупаю на 100% монету MX. Просто жму купить и все. Вот, теперь они у меня должны быть на балансе. Давайте вот так вот кошелек, обзор. И что мы видим? 231 монета MX и почему-то вот один тезер остался. Ну и бог с ним, пусть будет. Теперь, ребята, если перейти в раздел Kickstarter, опять же, давайте вот так нажимаем заработок, Kickstarter. Возвращаемся к проекту, который будет на голосовании через 7 часов. Нажимаем кнопку подробнее. Но самое важное, что здесь нужно понимать и знать, ребята, это график голосования. Вот, посмотрите, пожалуйста. Здесь время снимка это у нас с 12 числа по 13, а сегодня у нас 13, значит я свой баланс, который сейчас пополнил и купил монеты MX, это в принципе не будет засчитано. Поэтому в период голосования мне в принципе даже нет смысла влезать, потому что в период подсчета у меня будет нулевые значения и, конечно же, окончательное распределение токенов мне не принесет ровным счетом ничего. Но, ребята, к чему тогда это видео? Сегодня я не буду отправлять свои деньги, свой доступный баланс на то, чтобы проголосовать, потому что период снапшотов я пропустил. Но, тем не менее, когда в следующий раз будут новые проекты, я буду уже принимать в них участие. У меня вот уже 231 токен есть, я их тут оставлю, почему бы и нет. Давайте также заглянем в Twitter. Здесь я вижу, что у них вообще 527 тысяч подписчиков. Для Twitter это очень мощно. И здесь очень много всяких разных мероприятий, движух. На самом деле эта биржа, она такая хайповая в том плане, что она не стоит на месте. И здесь постоянно какие-то мероприятия, конкурсы, гивы, коллаборации и много чего другого. Поэтому, ребята, если у вас нет аккаунта, то переходите по ссылке, попадете вот на такую вот страницу. Здесь нужно будет указать почту, пароль, подтвердить пароль и подтвердить почту кодом из письма. После этого нужно поставить галочку, что вы согласны с пользовательским соглашением и нажать кнопку регистрация. Рекомендую также пройти здесь верификацию, потому что таким образом вы сможете участвовать в еще больше всяких разных мероприятиях. Например, здесь есть также еще и лаунчпады, но чем лаунчпад отличается от Кикстартера? На данной бирже лаунчпады предоставляют пользователям эксклюзивную возможность инвестировать токены в проекты на раннем этапе. То есть также получается, что мы инвестируем в какие-то проекты, после этого нам сыпят монет и на листинге мы зарабатываем. Ну давайте вот просто проверим. Допустим, вот этот проект меня заинтересовал. Цена продажи токена была 13 центов. Давайте посмотрим, что вообще за монета. Пойдем на спот. Открываем вот так вот торговля, спот, ищем его в поиске и смотрим вообще, что было на старте, какая движуха у этого токена. И здесь все очень-очень прикольно, потому что посмотрите, по цене 13 центов его продавали. Смотрите, какой был жесткий старт, до $5 цена подскочила во время листинга. Вот и думайте, вы получаете токены, цена продажи вот такая вот, а вы на листинге их просто впариваете намного больше. И смотрите, расчет удержания токенов MX также здесь очень важен. Вот видите, доступный баланс у меня теперь показывает 231 монета. Среднесуточный баланс, естественно, отсутствует, потому что мероприятие уже завершено, и лимит участия в том
числе. Но это все законченный проект. Если мы будем участвовать в новых, то, конечно же, можно ожидать профит. И чем больше токенов MX у тебя на бирже, тем, соответственно, больше ты можешь претендовать на ту или иную награду. И давайте подведем итоги. Обычно я принимаю участие в лаунчпадах на бирже Bybit, но почему бы не принимать участие сразу на нескольких биржах? Чем дожидаться, когда на одной бирже что-то произойдет, можно следить за несколькими и таким образом принимать участие чаще и в большем количестве проектов. Больше бирж, больше возможностей. Также, ребята, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, здесь я выкладываю свои мысли, лайфхаки и то, как можно заработать. В том числе, конечно же, и конкурсы, и всякие разные движухи, на которых можно получить деньги совершенно бесплатно. Вот, например, из последнего конкурс на $105. Ссылка на телеграм будет в описании под видеороликом. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.